Давайте зададим функцию, которая вычисляет для числа p множество чисел меньше, чем p, для которых есть обратный элемент. Это числа, которые имеют наибольший общий делитель с p равный единице. В математике есть функция q', которая возвращает true, когда наибольший общий делитель равен единице. Наибольший общий делитель в математике — это функция GCD. Хорошо. Давайте, значит, вспомним про наше определение вот этого оператора. И еще изучим вольфрам математику. Оператор 3 собаки. Когда у нас есть множество пар, то с помощью оператора 3 собаки можно вот эти вот внутренние запятые заменить на какой-либо другой оператор, например, на умножение. Давайте посмотрим, что может получиться в результате умножения всех чисел взаимопростых с p на себя. Вот это множество всех пар для p равное 24. Наши взаимопростые числа с числом 24 мы как бы соединили друг с другом в пары. И для каждой пары нашли произведение. Вот так вот. Получили числа. Мы видим, что мы остались во множестве тех же самых чисел. Давайте посчитаем, сколько раз получилось каждое число здесь. Для этого в математике есть функция tally. Когда у вас есть список из элементов, мы можем посчитать частоты. Tally от списка выдает такую штуку. 1 встречается 5 раз, 3 – 3 раза, 2 – 1 раз. Посчитаем. В результате умножения всех чисел взаимопростых с числом 24 мы получаем полный набор этих чисел 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Каждое число по 8 раз. Ну и вообще мы можем как бы нарисовать таблицу умножения этих чисел 1, 5, 7, 11 и так далее на себя. И получить таблицу, в которой в каждой строчке встречаются все числа, в каждом столбце встречаются все числа, ровно по одному разу. И поэтому в итоге каждое число в этой табличке встречается 8 раз. Кстати, число 24 довольно-таки удивительное число. На диагонали стоят единички. На диагонали таблицы умножения стоят квадраты. И получается, что по модулю 24 все квадраты равны единице. Для числа 17, например, совсем другая ситуация. Здесь таблица умножения, тоже обладает тем самым удивительным свойством, то, что в каждой строчке и в каждом столбце встречаются все числа ровно по одному разу. Но вот на диагонали мы видим квадраты 1, 4, 9, 16 и так далее. И число 1 встречается только дважды. Это 16 в квадрате, то есть минус 1 по модулю 17, и 1 в квадрате. И других вариантов чисел, квадрат которых равен единице, нет. Множество чисел взаимопростых с p, когда изучается именно закон умножения для этих чисел, называется мультипликативной группой целых чисел по модулю p. Количество элементов называется функцией Эйлера-Фи, Euler-Tothian function. Для простого числа p Эйлер-Фи равен p минус 1, потому что все числа меньше, чем p, взаимопросты с p. А вот для 24, и вообще для других чисел составных, там несколько хитрее. Явная формула не такая сложная, вы, если подумаете, сами сможете ее вывести. Так, что я хотел сказать тут? Тут я хотел рассказать, как можно еще находить обратные элементы по модулю. Для этого есть polynomial mod, или power mod, функция 3 в степени минус 1 по модулю 13. Но я больше люблю функцией polynomial mod пользоваться. И вот мы тут рисуем пары обратных элементов с помощью функции polynomial mod. Перебираем все числа взаимопростые с p. Это вот число n у нас. n пробегает все числа взаимопростые с p. Мы для числа n находим точку pt1. Затем мы находим обратный элемент m.
m на n равно 1 по модулю p. И находим точку pt2 для числа m. И дальше мы рисуем пару pt1, pt2 как отрезок. Если же pt1 равняется pt2, это как раз тот самый случай, когда квадрат числа n имеет остаток 1. Мы рисуем такую вот штучку от pt1 к 0,7, ну давайте нарисуем 0,8 pt1. Ну, сейчас это все мы увидим. Вот. Числа, которые сами себе обратны, у нас будут рисоваться с помощью таких вот усиков. Вот что мы получили. Давайте посмотрим все многообразие этих картинок. Вот это, значит, исходные картинки наши, из которых мы будем потом получать красивые картинки мордочек и человечков. По модулю 125 каждый отрезок соединяет пару чисел, произведение которых дает 1 по заданному модулю p. Вот, ну, тут видны даже какие-то структуры для некоторых p. Давайте поизучаем эти вот числа, квадраты которых равны единице. Назовем эту функцию self-inverses. Это такие числа из множества взаимопростых чисел, квадрат которых равен 1. Ну, вот эта вот запись на языке математика прямо читается на английском языке. Select – выбрать из множества co-primes p таких товарищей, квадрат которых по модулю p тождественно равен единице. Собачка, амперсанд в математике означает лямбда выражение. Ну, то есть вот это как бы тут функция, созданная прямо на месте и передана как второй элемент в функцию select. Решетка – это неименованный аргумент этой функции. Какие элементы обратны сами себе? Да все они обратны сами себе. Для числа 32 – 4 элемента. Для числа 40 – вон сколько их. Для числа 18 – только 2, как и полагается. Хотя 18 – непростое число. Но для него, так же как и для простого числа, только 2 элемента взаимопростых. Так, что я тут написал? Я написал, что лучше p теперь называть n. Ну, хорошо. Давайте назовем нормальными такие числа, у которых self-inverses только 2 штуки. Вот они, эти нормальные числа. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ну, давайте, кто сможет найти закономерность? Ну, во-первых, надо понимать, что здесь находятся все простые числа. Давайте проверим это. Среди всех простых чисел, ну точнее первых 200 простых чисел, вот первые 200 простых чисел, вот они, 2, 3, 5, 7, 11 и так далее. Вот среди этих простых чисел найдем товарищей, которые не нормальны. Восклицательный знак спереди это отрицание, а в конце это факториал. 5 факториал. Да, верно. Вот. Так вот, среди простых чисел ненормальная только двойка. Ну, это действительно так. Это четное число. Четное простое число, оно ненормальное. Итак, здесь находятся все простые числа и еще какие-то. Давайте посмотрим, что это за числа еще. Вот числа, которые нормальные, но при этом непростые. Ну, кстати, почему простые числа имеют ровно 2 обратных элемента и не больше? Простые модули. Ответ такой. Когда мы живем по модулю простого числа, мы на самом деле живем в поле. Мы это обсуждали на прошлых видео, что таблица умножения и сложения, когда мы живем по модулю p, где p простое число, получаются очень хорошими. Там в каждой строчке, в каждом столбце встречаются все числа. И для каждого элемента есть обратный элемент. Это мы сегодня доказали, если вы не заметили. Хоть это точки на окружности, но вот они подчиняются всем правилам арифметики. И поэтому мы также можем работать с многочленами от x, думая, что x это точка на окружности. И уравнение x квадрат равно 1 мы можем представить как x квадрат минус 1 равно 0. А x квадрат минус 1 раскладывается в произведение. И мы видим, что это произведение равно 0 только в случае, когда x равняется 1 или минус 1. А когда x не равняется 1 и минус 1,
равняется какому-то другому числу, например, по модулю 13 это число 2, 3, 4, 5, 6, 11, то во всех этих случаях каждая скобка не равна нулю, и произведение этих чисел не может иметь остаток 0 по модулю p. Короче, когда число n простое, n равное p, то есть лишь два элемента обратных себе. Это 1 и минус 1. Итак, когда мы убираем простые числа, у нас остаются числа 4, 6, 9, 10, 14. Что-то очень много четных чисел. Но есть нечетные. 25, 27, 81. Ну, кстати, нечетные числа очень похожи на степени. Да? 125. То есть это 5 умножить на 5 умножить на 5. Нечетные числа, которые здесь встречаются, они все являются произведением одного и того же целого числа простого на себя. Фактор integer — 343 это 7 в кубе. Итак, хорошее предположение. Ну, давайте из нормальных этих чисел уберем простые числа и вот эти самые нечетные. Точнее, тут я убрал четные. И мы увидели, что остается степени простых чисел. Хорошо. Тогда мы... Ну, тут сложно написано. Давайте возьмем вот эти вот числа xx, которые остаются, когда мы убираем простые и оставляем только четные. И эти числа четные разделим на 2, они же четные. Вот. И посмотрим, что останется. Это будет число 2, 3, 5, 7 и так далее. Ну, давайте опять отсюда уберем простые числа. Опаньки. Так это то же самое. Так, что у нас получилось? Давайте сначала. Мы нашли все нормальные числа. Это такие числа, у которых ровно два элемента есть, обратных себе по модулю этого числа. Заметили, что среди них есть простые числа, все. И мы убрали все простые числа. Остались вот такие вот числа, в которых мы заметили много четных, а среди нечетных встречаются только степени простых чисел. Хорошо. Тогда мы убрали и эти числа тоже. В итоге из нормальных чисел мы убрали простые числа и все степени простых чисел. И осталось такое множество чисел. Только четные. Раз они четные, мы их разделили на 2 и обнаружили, что там тоже много простых чисел. И когда мы их убираем, мы видим, что остаются только степени простых чисел. Таким образом, множество нормальных чисел исчерпалось. То есть нормальные числа состоят из числа 1, 2, 4, ну, они там выше были, также степеней простых чисел, а также удвоенных степеней простых чисел. Это и есть теорема Гаусса. Она звучит таким образом. Для чисел n из этого множества мультипликативная группа z по модулю nz циклическая. А именно, в этой группе есть, в каждой такой группе есть какой-то элемент x, такой, что x умножить на x умножить на x умножить на x и так далее, что степени x прибегают все элементы группы. Оказывается, это утверждение про цикличность группы и то, что в группе лишь два элемента обратных себе, эквивалентны. Попробуйте это доказать. Это не так-то просто. Но давайте мы пойдем дальше и посмотрим, какие числа имеют ровно 4 элемента обратных себе. Вот эти числа. А которые имеют 6, их вообще нет. Ну, по крайней мере, среди первых 200 чисел. Это теорема, которую надо доказать. А что за числа имеют 8 чисел обратных себе? Вот эти числа. Давайте разберемся для начала вот с этими, у которых 4.
Назовем их Crazy 2. Почему-то у меня такое название необычно для этих чисел. Вот числа, по модулю которых есть 4 обратных элемента. Очень хочется их разложить на множители. 20 это 2 в степени 2 умножить на 5 в степени 1. Для того, чтобы обратно вот из этой записи получить исходное число, надо написать power 3 собаки, а потом times 2 собаки. Давайте в этом убедимся. Что за волшебство такое? Ну, напоминаю, что такое 3 собаки. 3 собаки – это когда мы хотим внутренние запятые заменить на какой-то оператор. А мы как раз хотим заменить на оператор возведения в степень. 2 в степени 2, 5 в степени 1. А 2 собаки, они потом вот эту запятую заменят на оператор умножения. Давайте посмотрим это в буквенном таком выражении. Но нам бы хотелось получить вот это выражение для целого числа так, чтобы оно не свернулось обратно в число. Видите, здесь оно сворачивается, и мы не видим в итоге этой записи. Что же делать? Как же быть? Ну вот здесь ниже есть ответ. Надо использовать операторы, которые никак не раскрываются. В математике есть оператор wedge, галочка вверх, и subscript, который как степень только вот внизу пишется. В результате мы можем получить разложение числа 45 на множители с указанием их степеней. Прекрасно. Давайте теперь применим фактор integer expression ко всем нашим числам, которые имеют ровно 4 элемента обратных себе. Вот что мы получаем. 2 в степени 3, 2 в степени 2 умножить на 3 в степени 1, 3 в степени 1 умножить на 5 в степени 1 и так далее. Ну, скажите, что вы здесь видите? 3 множителя, 2 множителя, 2 множителя, 2. 2 множителя. Очень много подряд идущих чисел, состоящих из двух. Опять одно, потом 2 множителя, 3 множителя. Но тут есть двойка. И тут есть двойка. Опять у нас встречаются много четных чисел. Двойка. Мы замечаем, что 3 множителя возникают только тогда, когда один из множителей двойка. Например, вот здесь вот. Конечно, двойка может быть с пятеркой, вот, только 2 множителя. Но если множителей 3 штуки, то первый из них это 2. Давайте проверим эту идею. Определим оператор wedge таким хитрым образом. Wedge от 2 subscript что угодно, вот этот значок подчеркивания означает что угодно. Значок wedge между 2 subscript что угодно с чем угодно в любом количестве. 2 подчеркивания это означает что угодно в любом количестве, что мы хотим обозначить как y. Так вот, 2 subscript, галочка, что угодно, пусть будет wedge от этого что угодно. Wedge от 2 subscript что-то будет у нас равно единице. А wedge от одной штуки пусть будет равен x, потому что, ну вот, эти вот записи, они мозолят глаз. Хочется их убрать. Выполняем, вычисляем. И что мы видим? 2 у нас превратилось в единичку. Вот снова единичка. Степени двойки у нас превратились в единичку. Мы тут видели степени двойки. Одинокие. Вот они здесь присутствуют. Мы видим, что все длины стали равны 2. Как в этом убедиться? Можно, конечно, глазами пройтись по всему выражению и в этом убедиться. Но на самом деле можно вычислить длину каждого выражения. И получается 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2. Функция length в математике, она умеет вычислять длины списков. Это понятно. Она как будто бы для этого и создавалась. Но на самом деле она способна вычислять длины любых выражений. Например, вот есть такое выражение ff 3, 4, 5, 6. Чему равняется длина этого выражения? 4.
Дело в том, что это выражение читается в математике как голова FF, примененная к списку 3, 4, 5, 6. А функция length, она вычисляет длину списка для любой головы. Если мы возьмем список, который обозначается таким образом, надо понимать, что это на самом деле просто короткая запись для вот этого выражения. То есть фигурные скобочки по краям – это просто такой синтаксический сахар, чтобы обозначать вот эту вот штуку.